Друзья, всем привет! Это канал Фактограф, и сегодня мы отправимся в увлекательное и одновременно жуткое путешествие по самым страшным местам нашей планеты. В этом видео мы расскажем о самых зловещих уголках Земли, где реальность переплетается с мифами, а страх становится частью истории. Эти локации хранят в себе мрачные тайные легенды, которые заставят вас содрогнуться. От заброшенных островов и замка с привидениями до страшной часовни с человеческими останками и необычных захоронений. Каждое из этих мест окутано атмосферой страха и мистики. Вы поймете, что заставляет нас испытывать ужас и в то же время притяжение к таким местам. Узнаете их историю и, конечно же, пощекочете себе нервы. Но перед этим не забудьте подписаться на наш канал и включить уведомления, чтобы не пропустить новые видео. А теперь поехали! Остров заброшенных кукол, Мексика. Остров расположен в одном из каналов в Сочимилько, районе мексиканской столицы Мехико. Обычные люди здесь не живут. Всем, кто прибывает сюда впервые, открывается жуткое зрелище в виде множества висящих старых изувеченных кукол. Игрушки развешаны на ветках деревьев, плетеных заборах, нанизаны на веревки или привязаны за шею. Попадаются просто головы на кольях и сучках. Жуть! Как же появилось это место? В начале 1950-х годов единственным жителем острова был Хулиан Сантана Барреро, который занимался выращиванием овощей, цветов и ловлей рыбы. Согласно легенде, в то время в водах канала утонула девушка, и Барреро услышал ее крики. Он нашел куклу, предположительно принадлежавшую девушке, и повесил ее на дереве в память о ней. Так и началось его невинное хобби. Барреро стал собирать выброшенные куклы и свозить их в это место. Делал он все это с одной целью – задобрить и успокоить дух девочки. Так за полвека он заполнил остров куклами, собрав объемную коллекцию. Барреро умер в 2001 году поблизости от того самого места, где некогда не смог спасти тонущую девочку. После его смерти остров кукол получил широкое внимание со всего мира и вскоре превратился в популярный туристический объект. Лес самоубийц, Япония. Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них и о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам. Именно таким плакатом встречает лес у подножья горы Фудзи на японском острове Хонсю. Лес самоубийц – неофициальное название леса Аокигахара-дзюкай. И получил он такое название не случайно. Этот лес считается одним из самых страшных мест на Земле. Каждый год десятки человек выбирают это место, чтобы свести счеты с жизнью. С 1950 года более 500 человек покончили там с собой. Почему именно здесь такая концентрация самоубийств? Нет никаких рациональных объяснений. Тем не менее, история леса Аокигахара имеет длинную и сложную историю, окутанную мифами и тайнами. Одна из легенд гласит, что его населяют юреи, или мстительные призраки, которые, как говорят, защищают лес и охотятся на путешественников. Согласно фольклору, духи тех, кто умирает в лесу, оказываются в ловушке и более не могут покинуть его. Также издавна лес Аокигахара был местом древнего японского обычая убастута, когда престарелых родственников привозили сюда и оставляли умирать. Мост Овертоун, Шотландия. Еще одно популярное место для самоубийств, но только не среди людей, а среди собак. Овертонский мост – арочная пешеходная переправа, построенная в конце 19 века в Шотландии. В середине прошлого столетия этот ничем не примечательный мост неожиданно привлек к себе внимание мировых СМИ. Все дело в том, что с готического моста по непонятной причине стали падать собаки, регулярно и с одного и того же места. По словам местных жителей, даже самые спокойные животные на этом мосту начинают вести себя неадекватно. Домашние дикие питомцы изо всех сил пытаются вырваться из ошейника и прыгнуть с 15-метровой высоты. За все время около 600 собак совершили такие прыжки. Те, что падали на камни, разбивались насмерть. Что за темные силы заставляют бедных животных прыгать? Некоторые люди верят в нечто потустороннее. Другие дают всему происходящему рациональные объяснения, связанные с особенностями местности. Высокие кроны деревьев кажутся собакам землей и звериными запахами под обрывом. Там обитают норки, мыши и белки. Это пробуждает в собаках непреодолимый охотничий инстинкт, и поэтому они бросаются вниз. Замок Лип, Ирландия.
Ну, что это было бы за видео без замка с привидениями? Держите. Замок Лип, расположенный в графстве Оффоли в Ирландии, считается одним из самых проклятых замков в мире. Предположительно, он появился в 15 столетии. Некоторые историки утверждают, что на месте замка ранее находилось ритуальное место древних кельтов. Сам замок стал немым свидетелем убийств, за что его и назвали Кровавым. А еще он известен как место обитания призраков. Дело в том, что при реставрации замка была обнаружена большая подземная темница, дно которой утыкано острыми кольями и усыпано человеческими костями. Рабочим понадобилось 4 грузовика, чтобы вывезти все найденные там останки. Конечно же, местные жители верят, что в этих подземельях обитают духи. Самый странный дух прозвали Элементаль. Очевидцы описывают его как согнутого, готового к прыжку зверя размером с овцу. Говорят, что перед появлением этого духа воздух наполняется запахом разлагающихся трупов и серы. Также рассказывают о призраке женщины в красном платье с ножом, 2 детей и их няни и призраке священника, которого убил его же брат во время семейной мессы. Кладбище Чаучилла, Перу. Желаете увидеть древние кости, черепа и мумии? Тогда вам нужно посетить древнее кладбище, расположенное примерно в 30 километрах к югу от города Наска, в южной части Перу. Некрополь был обнаружен в 20-е годы 20 века. По словам исследователей, на кладбище найдены тела, которым около 700 лет, а последние захоронения здесь проводились в IX веке. В открытых могилах находятся как отдельные фрагменты костей, так и целые человеческие скелеты, которые превосходно сохранились благодаря сухому климату перуанской пустыни. Немаловажную роль сыграли и особые технологии бальзамирования, которые применяли жители Наска. Тела умерших заворачивали в хлопковую ткань, пропитанную специальными смолами и расписанную натуральными красками. И просто посмотрите, каким жутким способом хоронили людей. Все трупы находились в скорченном положении, словно сидят на корточках, и у всех на лицах была широкая ухмылка. Такое даже в самом страшном сне не приснится. Висячие гробы Сагады, Филиппины. Висячие гробы вы найдете в небольшой деревне Сагада на острове Лусон на Филиппинах. Это одно из самых страшных мест в стране. Гробы размещаются на естественных выступах или в расщелинах скал. Зачем так делать? Считается, что так мертвые находятся в большей безопасности и ближе к царству духов. Община села Сагада хоронила умерших таким образом много столетий подряд и сегодня продолжает практиковать древнюю традицию. Практически все скалы Сагады увешаны десятками, а то и сотнями гробов. По традиции, каждый житель провинции должен заранее приготовить для себя гроб. Если здоровье не позволяет, приготовлением гробов занимаются родственники. Да, подобный способ захоронения жуткий и необычный, но если посмотреть с практической точки зрения, то становится понятно, что гроб на скале защищен не только от осквернения различными животными, но и от природных катаклизмов, например, наводнения. Пещера ведьмы Белл, США. Если вы верите в существование ведьм, призраков и другие паранормальные явления, тогда добро пожаловать в пещеру ведьм Белл, одно из самых таинственных и страшных мест Соединенных Штатов Америки. Расположилось это жуткое место в небольшом городе Адамс, штат Теннесси. Легенда гласит, что летом 1917 года злобная ведьма начала терроризировать семью Белл, живущую на ферме. Она не давала им спать по ночам, издавая страшные, жуткие звуки. Жестоко избивала членов семьи и даже задушила Джона Белла. Рядом с тем местом, где когда-то находилась ферма семьи Белл, расположена небольшая пещера. Некоторые верят, что когда ведьма перестала терроризировать семейство, именно в этой пещере она нашла убежище. Длина пещеры приблизительно 150 метров. Она находится в частном владении, но в летние месяцы, а также в октябре открыта для туристов. Она входит в топ самых страшных мест в мире и неизменно приковывает к себе внимание. Часовня костей, Португалия. Это небольшая часовня, которая появилась в 17 веке и расположилась в городе Эвора, рядом с входом в церковь Святого Франциска. Название часовни отнюдь не метафорическое. В этой капелле при старинной церкви собрано около 5000 человеческих скелетов. Ее внутренние стены покрыты и украшены человеческими черепами и костями. Над входом в часовню написана фраза, которая заставляет нас столкнуться с самой мрачной реальностью – со смертью. «Мы, кости, которые здесь находимся, ждем ваших костей».
Эта часовня напоминает нам, что окончание нашего путешествия по этому миру – лишь вопрос времени. Но почему кости замурованы в стены и потолок? Из-за проблем с землей под могилы монахи были вынуждены вскрывать старые могилы и хоронить в них вновь усопших. Затем было принято решение очистить старые кости от плоти, обработать их известью и вмуровать в стены. Теперь вы понимаете, что это было сделано не по извращенному умыслу, а было вызвано необходимостью. Но от этого не становится менее жутко. Магический рынок Акадисеева, Того. Чем нынче торгуют африканские колдуны Вуду? Сейчас узнаете. Для этого мы отправимся в африканскую страну Того, а именно в ее столицу, город Ломе. Там расположен самый жуткий рынок в мире – Акадисеева. Африканцы Того, Ганы и Нигерии до сих пор исповедуют религию Вуду, и на этом рынке продается все, что необходимо для темных ритуалов. Здесь можно приобрести черепа крупного рогатого скота, высушенные головы обезьян, буйволов и леопардов, собаки, многие другие не менее замечательные вещи. Ведь местные жители абсолютно уверены, что душа человека связана с душой животного, что можно предопределять свою судьбу, влиять на нее, верят в исцеление и прочие магические ритуалы. Такой рынок не каждый найдет в себе силы посетить. Просто представьте, какой аромат там стоит. Тем не менее, туристы приходят туда поглядеть на диковинки, а местные жители выслушать совет жреца и найти в сушеных головах исцеление и защиту от бед. Остров Хосима, Япония. Японский остров-призрак с темным прошлым расположен в Восточно-Китайском море, примерно в 15 километрах от города Нагасаки. Остров заселили люди в 19 веке, когда там нашли уголь. К 30-м годам 20 века остров стал серьезным промышленным центром. Кроме шахт, там появились заводы. Началось стремительное строительство, один за одним возводились дома для проживания рабочих и их семей. В самые населенные годы своей истории на острове имелось 30 больших корпусов жилых домов, 25 магазинов, школа, 2 плавательных бассейна, больницы и кладбище. В течение 50 лет остров являлся одним из самых густонаселенных мест на Земле. На территории острова площадью 0,063 квадратных километра обитало более 5000 человек. Катастрофа началась в 70-х годах, источники угля иссякли, все жители вынуждены были покинуть территорию, а город превратился в город-призрак. Так в Японии возник мертвый остров Хосима, который манит к своим руинам любителей антиутопического туризма. Друзья, теперь представьте себе, что у вас появилась возможность посетить все 10 самых страшных мест из нашего видео. В какое из них вы бы не согласились поехать ни за какие деньги? Делитесь с нами в комментариях.